Привет, друзья! В этом видео поделюсь с вами сразу двумя рецептами пирогов с фруктами. Очень легкие универсальные рецепты, в которых вы можете использовать ваши любимые сезонные фрукты, либо же ягоды. Поехали готовить первый пирог! В данном рецепте я использую сливы и абрикосы. Их нужно нарезать на половинки. Думаю, что персики тоже идеально подойдут для этого пирога. Фрукты подготовили, теперь готовим тесто. В этом рецепте белки и желтки нужно взбивать отдельно, поэтому сначала я их разделяю. Напоминаю, что все необходимые ингредиенты и пропорции я всегда оставляю в описании под видео. К желткам добавляю половину сахара и немного соли. Потом взбиваю желтки до побеления и пышности. Потом добавляю размягченное сливочное масло и взбиваю до густой кремообразной массы. Теперь пришел черед яичных белков. Их нужно взбить с оставшимся сахаром до мягких пиков. И не забудьте хорошо помыть венчики миксера после взбивания желтков. Теперь в 2-3 приема нужно добавить взбитые белки к желткам, аккуратно перемешивая. Перемешивайте не обычной ложкой, а силиконовой лопаткой. Перед тем, как добавлять муку, соедините ее с разрыхлителем. И обязательно не забудьте муку просеять. Аккуратно все перемешайте, чтобы масса сильно не осела. Дно формы застелите пергаментной бумагой и распределите тесто по форме ровным слоем. Ну а теперь сверху распределите половинки абрикосов и слив разломом вверх. Самое главное, не утапливайте половинки фруктов в тесто, чтобы впоследствии пирог имел эстетический вид. Духовка уже разогрета до 170 градусов. Отправляю на 20-25 минут. Готовый пирог полностью остудите. После остывания нарежьте пирог на квадратики. Я еще обрезаю края для более эстетического вида. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой. С ней он выглядит намного симпатичнее. Пирог получается необычайно нежным, сочным и красивым. Обязательно приготовьте, уверена, вам понравится. Ну а теперь делюсь с вами рецептом пирога, который готовится не на сливочном масле, а на оливковом. Пирог получается очень воздушным и вкусным. Берите ваши любимые фрукты, либо же ягоды. Я выбрала сливы, их нужно нарезать дольками. В отдельной миске соедините яйца и 2 вида масла. Я добавляю оливковое масло, большую часть, и немного подсолнечного без запаха. Все ингредиенты есть в описании под видео. Теперь с помощью погружного блендера нужно все взбить до состояния, напоминающего майонез. Скажу сразу, что вам не нужно добиваться такой густоты, как у майонеза. Просто эта масса должна стать однородной. Теперь к этой массе добавьте натуральный густой йогурт
И продолжайте взбивать где-то 1-2 минутки. Взбивание погружным блендером даст свой нужный эффект. Также будет здорово, если вы добавите к этому пирогу еще лимонную цедру. Я натираю цедру на обычной терке, только желтую часть, без белой, чтобы не было горечи. Для того, чтобы усилить ароматику, цедру нужно смешать с сахаром. Еще лучше сделать это заранее, чтобы сахар с цедрой хотя бы минут 5-10 постоял. В отдельную миску отправляю сахар с цедрой и выливаю жидкую смесь. Теперь перемешиваю все обычным ручным венчиком до растворения сахара. По желанию можно добавить немного ванильного экстракта. Муку также просеиваю, как и в предыдущем рецепте. И не забудьте добавить разрыхлитель. Теперь перемешиваю все ручным венчиком до гладкого теста, чтобы не было комочков. В форму, застеленную пергаментной бумагой, выливаю половину теста и распределяю по дну формы. Используйте форму диаметром 24-26 см. Теперь сверху нужно выложить половину всех слив, которые вы нарезали, по кругу. Сверху на сливы вылейте оставшееся тесто и аккуратно распределите его по всей поверхности силиконовой лопаткой. Ну и в конце по кругу выложите оставшиеся сливы. Отправляйте пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50-60 минут. Готовность всегда проверяйте деревянной шпажкой. Дайте пирогу полностью остыть, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше, и не забудьте сохранить это видео в закладке, чтобы его не потерять. Также заранее благодарю вас за лайки и подписку на мой канал. Спасибо, что смотрите. Услышимся в следующих видео. Всем пока-пока!